Всем привет, меня зовут Полина, и я люблю аниме. Уже какое-то время я смотрю «Невероятные приключения Джоджо» или просто Жожу. Жожа меня прям зацепила и сюжетом, и рисовкой, и дизайном персонажей. Да, здесь не боятся экспериментировать. В плане косплея это очень крутая вещь, потому что здесь интересные необычные костюмы и аксессуары. Например, мне очень нравится аксессуар, который носит персонаж по имени Мухаммед Абдул. Это огромный амулет, который крепится к мочкам ушей, как серьги. Очень необычное украшение, хочу его сделать. Для создания такого необычного амулета я буду применять 3D-печать полупластиком с последующей покраской акриловыми красками. Для создания 3D-модели я воспользуюсь программой Fusion 360. На мой вкус, это одна из лучших программ для инженерного 3D-дизайна. Она относительно проста в освоении и позволяет смоделировать косплейный став почти любой сложности. Рассмотрим этот амулет поподробнее. Он состоит из 8 симметрично расположенных цилиндрических деталей и нижней части которой тот же цилиндр, но с дополнительной деталью. Поэтому почти все детали будут сделаны по одному принципу. Это цилиндры, на которых будет выдавлено изображение, и которые я планирую соединить при помощи мягкой медной или алюминиевой проволоки. Я нашла картинку, где хорошо видно персонажа и амулет. Затем я на глаз отмасштабировала ее во Fusion. Я начинаю с центральной фигуры, она самая сложная и самая большая. На ней проще всего будет отработать последовательность шагов. Создаю цилиндр и придаю ему нужную форму. Затем я делаю набросок на верхней части цилиндра. Сам рисунок представляет из себя круг, в который вписано стилизованное изображение, похожее на египетский анх. Наверняка это не случайно, поскольку Мухаммед Абдул как раз из Египта. Я решила, что внутренний круг будет около 80 мм. Пропорции я прикидывала, сравнивая амулет с размером головы. Разместив круг, я строю конструктивные линии, проходящие через центр цилиндра. Эти линии мне пригодятся в дальнейшем. Я добавляю трехточечную дугу, поскольку в этом случае при помощи именно этого инструмента проще всего попадать в очертания рисунка. Повторяю операцию для нижней части. Этим же инструментом добавляю еще 2 дуги. При помощи инструмента Trim отрезаю все лишнее. Отражаю получившиеся фигуры по горизонтали, используя заранее созданные конструктивные линии. На конструктивной линии я отмечаю центр окружности и на глаз размечаю круг. Выдавливаю получившееся изображение и скругляю верхнюю грань цилиндра. Уже похоже. Следующая деталь, пожалуй, самая важная, поскольку в амулете их целых 6 штук, просто они отличаются размерами и немного по-разному повернуты. Поэтому принципиально важно не напортачить с деталью и сразу все сделать нормально, чтобы потом не переделывать. В целом здесь все точно так же. Делаю цилиндр, затем набросок, отмечаю окружность, строю конструктивные линии. Руководствуясь рисунком, размечаю левую часть детали. Я использую инструменты линия, круг и эллипс.
Обратите внимание, как легко во Fusion делить отрезки пополам. Если ввести курсор вдоль отрезка, он сам как бы прилипнет к его середине. Таким образом, я нахожу центр для будущего эллипса, отражаю фигуры по горизонтали и отрезаю все лишнее. Опять применяю выдавливание и скругление. В этот момент я снова пошла смотреть Джожу, чтобы все перепроверить, и оказалось, что детали должны быть более плоскими, чем получается у меня. Но во Fusion эта проблема решается элементарно, при помощи того же инструмента для выдавливания. Вот так-то лучше. Перемещаю с копированием вторую деталь и масштабирую ее под нужный размер. И еще раз для самой верхней детальки. Используя инструмент зеркала, я отражаю детали горизонтально. Вуаля, почти весь амулет готов. Нам по факту осталось сделать одну недостающую деталь, а также отразить ее. С последней деталью совсем просто. Я клонирую готовую деталь, масштабирую ее в нужный размер и удаляю все лишние грани. Затем точно так же делаю набросок и выдавливаю его. Отражаю деталь горизонтально. Затем, используя инструмент труба, я проделала отверстие для проволоки через все детали. Обратите внимание, как я промазала с направлением ранее клонированных деталей, но тех, что одинаковые. Я вовремя заметила это и исправила. Я применяю инструмент анализ, чтобы убедиться, что труба проходит как надо и не испортит детали, потому что мне бы не хотелось, чтобы проволока проходила поверх выдавленных узоров.
Отражаем трубу горизонтально, вырезаем обе трубы из каждой детали амулета. Используя анализ, я разрезаю деталь и отмечаю два отверстия, через которые будут выходить концы проволоки. Я очень люблю, чтобы было красиво, поэтому применяю к деталям амулета материал золото. Включаю рендеринг, чтобы прикинуть, как будет выглядеть амулет в реальной жизни. Красота! Дорого-богато, как и должно быть. Осталось доделать нижнюю деталь амулета. Я строю горизонтальную и вертикальную конструктивные линии. Снова использую трехточечную дугу. Затем, применяя инструмент Offset, строю параллельную дугу вверх. Добавляю линию. Отражаю ее. Использую офсет еще два раза, потому что в детали будет отверстие очень хитрой формы, и мне хотелось бы, чтобы все было параллельно. Достраиваю еще пару линий и отрезаю все лишнее. Использую выдавливание и получаю вот такую вот необычную деталь. Скругляю ее по бокам. Затем выдавливаю, но не до конца, чтобы получился красивый бортик. Клонирую внутренний изгиб и тяну нижнюю грань бортика. Применяю инструмент Combine и получаю красивое отверстие хитрой формы. Сюда будет вставлена красная кисточка. Теперь объединяю все это в одну деталь. 3D-модель амулета готова. Не могу сказать, что это было прям очень сложно. Мне, человеку почти без опыта в этой сфере, понадобилось где-то 2 выходных дня, чтобы совсем разобраться. Затем я отправила все детали на свой 3D принтер. И получила вот такой вот отличный результат. В следующей части я подготовлю все детали к покраске, покрашу их и соберу весь амулет. Если вы хотите больше видео о создании вещей из аниме, фильмов или компьютерных игр, то обязательно напишите об этом в комментариях, я постараюсь создать наиболее интересные из них. Оставайтесь на моем канале, будет очень интересно. С вами была Полина. Пока-пока!